Калвин Стон привык жить по секундам. Контроль был его способом выживания, а точность – формой защиты от хаоса. Его состояние, инвестиционные фонды и закрытый дом в пригороде Сиэтла выросли из дисциплины и холодного расчета. Но в тот день график дал сбой. Частный рейс вернулся раньше, встречи отменились, и у Калвина неожиданно появилось лишнее время, редкая, почти опасная пустота. Он вернулся домой без предупреждения. Дом встретил его непривычной стерильной тишиной, а странным, теплым запахом, смесью теста, сахара и чего-то давно забытого. Это ощущение выбивалось из логики его мира. Калвин прошел в кухонное крыло, которое годами оставалось нетронутым, и увидел то, что не вписывалось ни в один отчет. Его сын Лео, обычно тихий и собранный, сидел за деревянным столом рядом с няней Эмили, женщиной, которую наняли не за дипломы, а за способность успокаивать ребенка. Они были окружены беспорядком. Мука на столешнице, старая лампа с теплым светом, открытая книга. Лео смеялся свободно и по-настоящему. Калвин понял, что никогда раньше не видел этого смеха. Он не вмешался. Он просто наблюдал, как в его доме существует жизнь без контроля, без расчета, без страха. В этот момент стало ясно, его идеально защищенная крепость всегда была пустой внутри. Позже Калвин нашел на столе простую деревянную доску, испачканную мукой. Он забрал ее с собой в кабинет, не как улику, а как напоминание. Утром он отменил встречи, впервые поставив под сомнение собственные правила. Его мир не рухнул, но впервые дал трещину. С этого дня дом начал меняться. Калвин стал возвращаться раньше, проводить время рядом с сыном, замечать мелочи, которые раньше считал несущественными. Работа осталась, но перестала быть центром всего. В доме появился запах еды, звуки шагов, ощущение присутствия. Калвин понял простую вещь: богатство не защищает от одиночества. Его защищает только тепло, которое нельзя купить, но можно сохранить, если вовремя заметить. Иногда достаточно вернуться домой на 30 минут раньше, чтобы впервые за долгие годы действительно туда попасть. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.